Приветствую, друзья! Прочитав на сайте Tronsmart о беспроводных наушниках с прицелом на аудиофилов, я, честно говоря, засомневался, но не примелькался еще в той среде данный бренд. Скорее наоборот, у него создалась твердая репутация хорошего потребительского аудио. То есть для средней руки меломана, а не эстетствующего аудиофила. И каково же было мое удивление, хотя об этом поговорим чуть позже. Главное, базируется Onyx Prime на современном чипе Qualcomm QCC3040, поддерживают aptX и aptX Adaptive кодеки, имеют гибридную схему излучателей, игровой режим и до 7 часов способны продержаться на одном заряде. Очень серьезная модель, причем как технически, так и в плане звука. Собственно, поехали. Пришли наушники в броско оформленной картонной коробке, где нас знакомят с внешним видом модели, ее внутренним устройством, а также списком основных достоинств, число которых вынесли ту самую гибридную схему излучателей, которую мы уже упомянули, наличие шумоподавления во время звонков и суммарные 40 часов работы, если считать вместе с кейсом. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, среднего размера Type-C кабель, 3 пары ушных фиксаторов и 3 пары силиконовых амбушюр разного размера, из которых одна пара фиксаторов и насадок уже были установлены на наушники. И вот здесь, друзья, я вынужден немного поругать Tronsmart. Не знаю почему, но комплект насадок у модели, откровенно говоря, скудный. Делая ориентацию на ценителей звука высокого качества, надо также понимать, насколько критично они относятся к фиксации модели в ухе. Лично мне, например, ни один из предложенных размеров не подошел. Да что там, можно было бы хотя бы место в кейсе предусмотреть. А так с насадками, с которыми слушать эти наушники особое удовольствие, они не влезают в кейс. А с тем, что шло в комплекте, просто невозможно оценить их музыкальные возможности. В общем, вы поняли, данный момент взволновал меня сильнее всего. Почему этот момент не предусмотрели, лично для меня огромная загадка. Сам кейс имеет форму речной гальки, сверху на нем нанесено наименование бренда, а сзади зарядный Type-C порт со светодиодом. Качество петли тут чуть выше среднего, да и наушники внутри чуть-чуть гремят при тряске. Но, учитывая цену, вопросов к тому у меня нет. Производитель дал прицел на лучший звук в своем сегменте, все же остальное вторично. Внутри наушники держатся на магнитах и располагаются лепестками наружу, примерно так, как у флагманов от One More или Anker, только угол чуть увеличен. По габаритам чашечки тоже далеко не маленькие. С внутренней их части расположено компенсационное отверстие для динамического драйвера и среднего размера звуковод, внутри которого под матерчатой сеточкой просматривается заявленный высокочастотный арматурный излучатель. Ну и здесь же находятся 4 клеммы питания и коммутации, а также в самом низу маленький разговорный микрофон, с качеством которого вы, конечно же, сможете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Слушаем. Тестируем качество записи встроенных микрофонов беспроводных ТВС-наушников Tronsmart Onyx Prime. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. С обратной стороны разместился индикаторный светодиод и сенсорный слой с каким-то дополнительным блоком, прикрытым перфорированной пластиной, хотя может это просто отверстие для вентиляции. Управляется модель при помощи касания по сенсорной части, где один тап меняет громкость, 2 ставят музыку на паузу, а удержание переключает треки, но все это лишь рекомендуемые действия, назначение которых можно переопределить из фирменного приложения, куда к тому же добавляется еще вызов голосового ассистента и переключение в игровой режим со сверхнизкими задержками. Еще в приложении можно проверить уровень заряда для каждого из наушников, выбрать один из 8 предустановленных настроек эквалайзера, почитать инструкцию и, конечно, обновить прошивку, что, на мой взгляд, убрало вопрос с исчезновением звука и значительно улучшило качество сигнала. То есть прошивку уже отшлифовали, а это не может не радовать. Теперь о том, чего в данных наушниках нет. Непонятно почему, но модель не получила вообще никакой заявленной степени защиты. Шумоподавление только во время звонков, да и музыку на паузу она сама ставить не умеет. Нет соответствующих датчиков. Тоже ничего криминального, но требует дополнительных действий с нашей стороны. При установке в ухо хруста мембраны не происходит. В паузах я слышу абсолютную тишину. Задержки действительно минимальные. Да и качеству сигнала у меня никаких
никаких вопросов нет. Предъявить за отсутствие LDAC тоже наушникам не получится, поскольку когда они только вышли, такой возможности еще просто не существовало. Зато завезли любимые эпловодами ASI и кодеки здорового человека aptX и aptX Adaptive. Последний способен с одной стороны приблизить нас к качеству aptX HD, а с другой обеспечить шикарный сигнал даже в очень сложных условиях. Поэтому он, собственно, и называется адаптивным. Сбросить настройки по умолчанию можно одновременным зажатием сенсорного слоя на каждом из наушников на 5 секунд. Мне это очень пригодилось, когда наушники перестали находить друг друга. Произошло это после того, как одна из чашечек не попала на клеммы в кейсе и разрядилась. По громкости же тут просто гигантский запас. Слушать их на максимуме невозможно. А следовательно, заявленные производителем 7 часов автономной работы очень близки к реальности. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно протяженный по современным меркам импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 2%. Это ни много и ни мало. Фаза ведет себя приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляют всего 55,95 миллисекунд с заметными возмущениями выше 5 кГц. В АЧХ же низкие частоты нам приподняли аж на 22,5 дБ, затем сделали аналогичный по амплитуде всплеск на области разборчивости и добавили несколько акустически оправданных пиков на 2,3, 4,8 и тот самый на 8 кГц для усиления резкости звучания. Область бриллианса тоже подчеркнули примерно от 12 до 16 кГц. На график, изображенный в пресете, это, конечно, не очень похоже. Звучат же Onyx Price очень басовито, насыщенно и при этом просто невероятно подробно. Низкие частоты предельно глубокие, объемные, с достойным, как для динамического драйвера, уровнем прорисовки деталей. И вот весь этот шквал энергии переходит в по аналогому теплую, выразительную середину, отчего джазовый вокал буквально сводит с ума своей харизмой. Мне очень понравилось. На высоких, видимо, решили тоже не экономить. Разнообразные затухания струнных и послезвучия перкуссионных инструментов присутствуют в полном объеме, причем они не навязчивые и не колкие. Само же звучание я бы определил как максимально естественное и живое. Настолько здорово свои девайсы настраивают, но разве что в компании One More, где этим делом занимается никто иной, как Лука Биньярди. Оттого герои обзора меня не просто приятно удивили, они откровенно шокировали. Положили бы в комплект насадок покрупнее, и я бы без зазрения совести распрощался со своими любимчиками One More TVS ANC. При прямом их сравнении у One More бас еще объемнее и глубже, а вот его прорисовка выше у Transmart. Серединка Onyx Prime тоже намного интересней, в ней больше воздуха, лучше чувствуется динамика и читается артикуляция. У One More же средние частоты идут на одном уровне с басом, где-то это играет в плюс, добавляя жирка в звук, а где-то наоборот масса кажется чуть больше, чем надо. Но вокал в любом случае прозрачнее и чище именно у Transmart. В этом чуть ли не основная фишка героев обзора. Довольно глубокий бас, прозрачная, но по аналоговому мягкая серединка и весьма продолжительные, утонченные высокие частоты. У One More на верхах стоит более жирненький такой драйвер, отчего ощущения тонкости нет. Не скажу, что это прямо критично. Обе эти модели, на мой слух, превосходные, однако более честное и четкое звучание все-таки получилось в Onyx Prime. Массы же теплоты, эффектности и эмоций хватает и там, и там. Стилистически здесь просто превосходно слушать различную джазовую, этническую, электронную или даже академическую музыку. Сцены рисуются довольно точно, с правильным позиционированием инструментов в пространстве и передачей их индивидуальной текстуры. Не сказать, конечно, что это совсем топ, но как для ТВС очень даже не дурно. В тяжелой гитарной музыке, возможно, кому-то покажется избыточно много баса, но прорисован он неплохо, так что мне вот даже понравилось. Эдакий жир, драйв и звуки дисторшена, но это уже все, друзья, вкусовое. По кодекам наиболее детальными будут ASI и, конечно же, aptX. Рекомендую ориентироваться именно на них. По пресетам эквалайзера тоже пощелкал, но лучшего варианта, чем по умолчанию, не нашел. А то, что здесь называется оригинал, мне прямо сильно напомнило настройку TVS ANC. Также поднимает жирок и чуть тушит верха. Остальные же, совсем мрак. Переключение наушников в игровой режим очевидно уменьшает задержку, но в то же время
уменьшает и буфер, что делает связь менее стабильной в движении и на открытых пространствах. Впрочем, на бегу, в чистом поле мало кто играет или смотрит видео. Это вариант больше для дома или офиса. Итогом, если судить только по звуку, то среди беспроводных ТВС-наушников у Onyx Prime сегодня практически нет конкурентов. One More в последних моделях сложили настройку на плечи софта, а больше в данном ценовом сегменте привести-то особо некого. КЗ делают очень детально, но уровень самого звука там очевидно ниже. Anker имеют легкий такой эффект фейзера, который может нравиться, а может и нет. Moondrop тюнингует звук в сторону аналитичности, а у остальных брендов ничего не выходит. Распродаются модели 2-3-летней давности, которые тогда наделали шуму, но уже особо не актуальны. Здесь же просто поразительный своей мелодичностью и насыщенностью звук, имеющий прекрасную выразительность и чуть ли не магнетическую вовлеченность в материал. Да, баса здесь много, но он быстрый и в меру детальный. Вокалы и инструменты среднего частота читаются раздельно от низких частот, хотя и несут в себе тот самый нахлест энергетики, зарождающийся в самой глубине баса и выплескивающийся в виде затуханий на самых верхах. Приятный, очень грамотно построенный звук я, друзья, оценил. В данном плане модель реально превосходна, признаюсь, никак не ожидал. В минусы отнесу отсутствие заявленной защиты от пыли и влаги, как и активного шумоподавления. Довольно простенький кейс и крайне маленький ассортимент амбушюр. Tronsmart только из-за этой мелочи я не могу ими полноценно пользоваться. Цена вопроса – копейки. Можно было россыпью их дополнительно положить. В сухом остатке у Tronsmart действительно получились наушники, которые можно предложить аудиофилскому сообществу. Звук просто волшебный, джаз-бенды заслушаешься. Но вот эта экономия на мелочах, если вы пользуетесь насадками размера S или M, можете смело брать, останетесь абсолютно довольны. Ну а в случае L не все так однозначно с посадкой, хотя в любом случае звук в них положили просто потрясающий. Лучше, как говорится, можно, но за совсем другие деньги. Ну а на этом у меня все. Это были беспроводные наушники от бренда Tronsmart, модель Onyx Prime. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк, присоединяйтесь ко мне ВКонтакте и Телеграме. Всем пока.